Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз. Что ждет? Что придет в вашу жизнь? Что вас удивит? Или будет для вас несколько неожиданно? Старинный цыганский пасьянс. События ближайших дней. Вот давайте с вами и узнаем сразу. Перейдем к прогнозу. На картах пасьянса никогда не знаешь, что выпадет. Ну, конечно, будем реалистами. Так какие события вас ожидают? Что ждет? События со дня на день. Чаще всего именно о событиях говорят, да, тут нет глубоких рассуждений. Здесь буквально на картах продемонстрировано, с чем это может быть связано. И ваша задача, мои дорогие овны, переложить на свою жизнь, на свою реальность, какие подсказки в соответствии с вашими планами дают карты. Итак, что ждет? События со дня на день, в ближайшее время. Что случится, что произойдет. Вообще у вас сильная позиция. Корона, символ власти. Конечно, это не исключает, что вы сами можете отправиться в какие-то инстанции, что-то согласовывать. Может быть, вот так по работе нужно, а может и по личной жизни, по своим делам, да? Ну, и в вашей-то власти, да, вот эта корона. Вы действительно сейчас ресурсные. В целом хорошее настроение, обещают нам карты пасьянса, легкость. Кот– это еще и флирт, поэтому не исключено для кого-то знакомство с новым человеком. Ну, может быть, флирт– это не значит, что уже любовь там прямо, хотя я этого тоже не исключаю. Знаете, ну тут может быть такое полезное даже знакомство, которое какое-то время продлится, потому что прочная связь– узел. Смотрим, что еще. Гости. Может быть, это вы кому-то в гости засобираетесь, или вы ждете в гости кого-либо. Какая-то важная встреча может произойти, важная беседа для вас, активный такой период жизни. И смотрите, у вас ангел выпадает, у кого-то ангел дома буквально. Может быть, это близкий человек, родной человек, любимый. Или в целом просто очаг– это именно дом. Ну, могут быть и домочадцы, могут быть и вопросы, которые связаны с жильем непосредственно. Ну, то есть стены сами по себе. Ну, кто-то ремонт делает, кто-то порядок наводит, а кто-то, может быть, документы оформляет, да? Вполне вероятно. Но это, знаете, как высшие силы наблюдают за вами, словно ангелы. Но это искренний человек, это какая-то помощь. Иногда это даже помощь, знаете, когда нас просто выслушали. Может быть, и вы кого-то будете выслушивать. Какое-то правильное взаимодействие. Вы можете, даже знаете, вот в тех взаимоотношениях, которые, ну, может быть, в паре, есть вопросы сложные, да, с учетом всех карт, тут настроение действительно будет способствовать тому, чтобы, ну, вот знаете, гармония, дипломатия именно в вашей паре преодолели какие-то недопонимания. Может быть и так. Очень добрая энергия это на самом деле. Не обойдется без пустых разговоров. Ну вот, кстати, тут вот так, смотрите. Может быть и правда, вы какие-то темы обсуждаете со своей второй половинкой, ну или с человеком, который очень важен, и вы знаете, он вас любит. Или, может быть, это безусловная любовь. Тут могут быть и как наши дети, или наоборот, наши родители. Может быть, это и друг. Сердечная тяжесть, да? Может быть, какой-то вопрос, который вы не знаете, как решить. Будете с кем-то держать совет. И вы знаете, я к чему? С учетом, ну, вот этой вот мельницы, да, пустые разговоры. Вот что у вас сейчас беспокоит, это может быть вызвано либо с какой-то, ну, неопределенной, двойственной ситуацией, или когда что-то у вас до конца не решено. Может быть, вам решиться нужно на что-то, и вас кто-то будет поддерживать, может быть и так. Я тут больше вижу, что вот эти сомнения, ну, как неуверенность своего рода, совершенно напрасная. Ну, наверное, все же без каких-то лиц новых, ближайшие дни не обойдутся. Ну, ближайшие дни- это может быть и сегодня, да, в течение дня. Но это может быть завтра, в целом неделя, ну, у кого-то, может быть, и до 2. Смотрите, цыганка, да, ну, образ, поэтому пасьянс называется цыганский. Вообще прописано лицо. Лицо– вот это тот человек, кого мы недостаточно хорошо знаем. Вполне вероятно, что, да, тут правда какие-то дороги,
пути и дороги, как будто и к вам могут приехать, и вы куда-то. Может быть, и скучать будет некогда, много каких-то перемещений. Может быть, это будет связано с тем, что вы как нашли нужного человека. Это может быть специалист. Или это может быть тот человек, который знает, как разрулить какой-то вопрос, решить поставленную проблему. Здесь у вас именно в плане динамики, разрешения, опять же, каких-то проблем или тех тем, которые для вас важны. Считайте это как в начале. Символ голубя– это благополучие. И когда выпадает это благополучие, в целом все спокойно и гармонично. Ну, наверное, человеку свойственно сомневаться. И я бы сказала, тут не надо себе устраивать глубокую философию или, мои дорогие, мы можем слушать, конечно, мнения разных людей, как бы собирать, да, эту информацию. Но тут тогда примите к сведению, что кто-то может говорить, ну, какую-то недостоверную информацию. Я не вижу, что кто-то пытается обмануть там или так далее. Вполне вероятно, человек абсолютно убежден, что он прав. А по сути это будет пустой разговор. Но, видимо, так вот, дифференцированно будете подходить к разного рода обсуждениям. Ну и сами, может быть, для себя будете как намечать. План А, план Б, план С. Попробовали что-то одно, ага, не сработало, окей. Перехожу ко второму плану, плану Б. Вот и такая конфигурация тоже может быть. Пока я с вами говорю, смотрю, что мы можем еще соединить. По вертикали, по горизонтали, даже в крайних рядах. И я не вижу больше совпадений, мои дорогие овны. Давайте пойдем с вами дальше. Итак, что же идет в вашу жизнь? Что ждет? А вот смотрите, тут как, может быть, это вы сидели, да, не могли решить какую-то задачу. Вот вы найдете выход. Февраль может отличаться в целом тем, что два ключевых слова, как состояние выбора, ну, выбор по заданному вопросу, и есть состояние ожидания. Вот какая-то конфигурация между выбором и ожиданием. То есть мы действительно не должны где-то зависнуть в этом ожидании. А вы люди конкретные, вы люди быстрые. Может быть, для кого-то даже спокойный период кажется, ну, что-то не то идет или ничего не меняется. Не дает вам пространства, некоторый маневр более четко определиться. И четверка кубков– это когда мы именно не видим выхода. Смотрит человек на 3 кубка, которые уже пустые, а вот этот служка, который принес новый бокал, кубок, он даже удивлен, а почему человек полповорота головы не хочет сделать. И рядом выпадает карта. Если мы говорим застой, да, какой-то бесконечный дождь, то вот по восьмерке жезлов иногда эта карта обозначает приятную такую добрую трансформацию. Получение нужной информации, какую-то важную встречу, или пусть это будет письмо, какой-то телефонный звонок. Это, знаете, вроде как старт, а вот теперь пора. И по этой карте нужно действовать быстро. Поэтому вот переложите эти две карты. Я только сказала, что ждет, да, что идет в вашу жизнь. И эти карты перевернулись. Поэтому на смену какому-то ожиданию или сложному выбору приходит или наступает развязка. Ну, давайте проясним таки поподробнее, что же будет дальше, что идет на ваш порог, в вашу жизнь, с чем это связано или с кем. Для кого-то будет связано с сознанием закона, мои дорогие, когда мы должны найти какую-то правду. И себе самим не замылить глаза, но точно так же и как будто было бы неплохо знать, как в отношении вас работает закон. Кстати, иногда, когда рыцарь мечей выпадает в моих раскладах, если кто-то из вас, мои дорогие овны, ну, это либо ваше дело, ваш бизнес, или пусть это будет, как вы занимаете руководящую должность, вот тогда неожиданно какие-то проверяющие. Может быть, даже это где-то связано с тем, что вам вот как пространство подталкивает, чтобы вы все-таки сделали какой-то выбор. Ведь прообраз Юдифи подразумевает карта, что мы можем от чего-то отказаться, но нам это тогда совершенно необходимо, но мы как усиливаем нашу независимость. Ваша сильная сторона, что идет в вашу жизнь. Я не исключаю, что это может быть человек, который рожден под знаком зодиака стихии
воздуха, близнецы, весы, водолей, или, может быть, даже имеет там асцендент. Не все люди это знают. Но это могут быть действительно какие-то официальные лица. Или вы сами их будете искать по первой карте, потому что вам нужно достоверное что-то знать, что идет в вашу жизнь. О, тут будь здоров, какой выбор, да, 15-й старший аркан. Такое искушение. Явно есть искушение. И оно может быть разным. У кого-то искушение в плане денег. Бросать, не бросать, да, допустим, работу. Переходить на что-то другое или нет. Будьте реалистами, потому что две мечевые карты, ведь это всегда интеллект. Но где-то интеллект, и он взаимодействует с подсознанием. А у нас период февраля, подсознание – это не про сознание, нет, мои дорогие, это какая-то абсолютная правда, которая, вот знаете, вот наша душа, мы говорим, мудрая, она все знает, поэтому слушать интуицию абсолютно точно нужно. Так вот тут у нас может быть течение февраля, словно прошлое и будущее встречаются. Мы можем чувствовать, как между двух зазеркалий. К примеру, это может выражаться даже в том, когда-то очень давно идея, задумка у вас была, какой-то план. Но, может быть, вы это отгоняли от себя, эту мысль, и говорили: "Нет, я это сейчас мне показалось", или "это не жизнеспособно". Но как минимум нужно довериться подсознанию, потому что правильные подсказки могут приходить. Причем настолько альтернативно, что, ну, рассмотреть все-таки стоит. Мы не знаем, что будет дальше. У нас с вами такой период. В феврале не совсем простой, мои дорогие. Это точно. А 26 февраля у нас будет парад планет, выстраивание, точнее, планет. Поэтому медленно, но верно мы все-таки идем к какому-то итогу, выбору. И неизбежно какое-то ожидание, может быть, да, вот как по двум перевернувшимся картам, в какой-то мере, в какой-то из сфер жизни или в каком-то пункте. Оно может как раз символизировать вот этот 15-й аркан. Мы ждем, потому что словно мы в зависимости какой-то находимся. Может быть, оно и в реальной жизни так. Кто-то ждет документа, получения важной бумаги или какого-то решения. Тоже своего рода, да, зависимости. Если есть регламент, да, вы не можете это ускорить, ну, тогда будьте рациональны. Ну, что поделаешь, значит, это нужно. Но в этот период, ну, как будто замечтаться нам нельзя. Тут могут быть такие варианты, когда вам что-то предлагают или вас как будто соблазняют, мои дорогие. Ну, наверное, не про соблазнение. И, может быть, это вопрос касается именно денег. Я должна сказать, что иногда, если какая-то сумма, которую вы должны были получить, она вами заработанная, но по каким-то причинам вы не получили. Но это ваше, что называется, кровное. Иногда 15-й аркан будет свидетельствовать о том, что вы их получите. Дважды, потому что восьмерка идет пентакли, следующая карта. Что ждет? Получение денег. Оно точно. И даже тех денег, которые, может быть, вы махнули рукой, но, наверное, это не получится. Нет, я тут больше вижу, что доход в феврале, по крайней мере, будет стабильный. Ну и где-то здесь, пусть деньги не выпали, но вот голубь благополучия об этом говорит. А если на какой-то период времени, ну, знаете, так словно пошатнулось благополучие, то здесь эта ситуация выровняется. А также 15-й старший аркан дает нам силу, физическую силу, активность, бодрость, знаете. То есть любая карта, тут нет только одни минусы или только одни плюсы. Но вот 15-й аркан, единственный момент, что вот именно, понимаете, как не замечтаться, потому что что-то выглядит очень соблазнительно. Карта переключает на дела конкретные. Работай, у тебя все получится. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Я очень часто говорю по этой карте мудрую фразу вот эту. Она не мной сказана. Она мне была когда-то, много лет тому назад сказана, в тот момент, когда я тоже где-то раздумывала, нужно, не нужно. Ну ладно, так а что это, к чему это вообще все идет? К радости. Туз кубков. Можно сказать, тут не просто победа в решении какого-то вопроса, а даже радость у вас на кону. Но поначалу, видите, тут даже пусть у кого-то начинается с проверяющего. Поверьте, тут и проверяющий может от вас отчасти зависеть. То есть вы все равно, вот эта корона, которая у нас выпала, в вашей власти изменить. Но если не все, то очень многое. Давайте узнаем. Следующий вопрос.
Что вас удивит, мои дорогие овны, или может стать для вас несколько неожиданно? Правда, выбор. По восьмерке кубков мы ищем выход из создавшегося положения, и мы его находим. Ну вот мы говорили, да, про образ Юдифи, королевы мечей. Мы знаем, уж отрезала так отрезала, освободила практически свой народ. Ну вот, видимо, и вы как будто будете, по крайней мере, неожиданное будет желание, ну, может быть, даже у кого-то уйти, хлопнув дверью. У кого-то из вас завершить какую-то ситуацию. Лишь бы оно меня больше не мучило, лишь бы оно мне не досаждало, лишь бы, ну, как-то оно меня не дергало без конца. Тут вот что-то вас подводит к итогу, когда вы все-таки примете какой-то однозначный вывод или выход найдете, да? Ну, давайте будем узнавать, что же вас удивит, что будет неожиданно. Что вас удивит? Ну, праздник будет после победы, мои дорогие. Для кого-то из вас удачное решение вопросов по части недвижимости. По части работы тоже все-таки жезлы. Дела работы, бизнес, согласование, важные бумаги. То есть, ну, все равно деловая какая-то активность. Но иногда эта карта именно символизирует дом. Поэтому все то, что я говорила по первому ряду, да, и пусть это что идет, тут вам как высшие силы помогают. Вот не случайно вам ангел выпал. Доброй энергии вокруг вас. Что вас удивит? Какой-то поворотный момент все-таки он будет. Своего рода выбор, опять же, нам показывают, да, на этой карте. Колесница. Туда нам или сюда, куда мы поедем. Ехали, ехали, дошли до какой-то точки, пункта, когда, а вот теперь дальше, как прежде, не будет. Теперь тут нужно что-то выбирать. Или, ну, с чем-то, может быть, даже как переделать. Этот еще период нам может давать возможность в феврале именно что-то переделать, особенно после 4 февраля, когда жизнь, мы можем так чувствовать, словно в некоторых вопросах ускоряется. Уран у нас уже в прямом движении, поэтому то, что долгое время стояло на паузе и было ни шатка, ни валка, здесь шаг за шагом будет получать уже какую-то скорость, ну, по крайней мере, динамику, так если планетарно говорить. Ну, поэтому тут действительно, может быть, для вас это будет неожиданно, вы уже могли забыть о чем-то думать, а тут подсознание возвращает какую-то возможность. И где-то это может очень, знаете, как диссонировать с пространством. Вот какая-то ситуация жизненная вас может удивлять и где-то совпадать с тем, о чем вы думали. И это может тоже создавать своего рода выбор. Но вообще-то это карта успеха, а для кого-то напрямую. Много поездок. Может быть, какая-то активная фаза вашей жизни – когда сначала ничего, да, вот опять же 2 карты, которые перевернулись. Ну или будем говорить, жизнь без динамики. Все вот как-то так, в одном ключе, в одном ритме. И вдруг какие-то ускорения. Там как восьмерка жезлов, да, карта трансформации, добрая, я сказала. Ну и вообще карта скорости. И колесница – это ведь тоже скорость. Поэтому, да, смотрите, как здорово, что вас удивит. Тут действительно денежки могут удивить или какая-то возможность. Возможность для вас самих реализовать свой проект, а для кого-то это может быть предложение, приглашение, получение бумаги, какой-то, может быть, как перспективы, пусть она будет даже строиться на том, что вы хотите сами создать. Тогда к этому будут предпосылки. Или, может быть, вы получите какое-то важное известие для того, чтобы встретиться с кем-то. Вполне вероятно и так. У кого-то могут неожиданно выйти вопросы на первый план, которые связаны с мобильностью. Все-таки, ну, редко старший аркан колесница говорит об авто, но для кого-то напрямую об автомобиле или, по крайней мере, дает подсказку, чтобы, дорогой Овен, не было неожиданностей. Проследи за техническим состоянием своего автомобиля и продумай на всякий случай на ближайшие дни какие-то себе маршруты. Вдруг, если что-то пошло не так, то это, знаете, как план А, план Б, план С. Так не пошло, окей, да, я попробую другим транспортом или каким-то другим методом добраться до нужного места или оказаться, может быть, на какой-то необходимой встрече. То есть быстро придется принимать решение. Это вас может удивлять, потому что
До этого, ну, что-то вот оно как ни шатко, ни валко шло. Быстрая смена темпа жизни, мои дорогие. И вот опять, посмотрите, может быть, и есть, знаете, такая, как синкопа, вроде бы какой-то период, ближайшие дни, ну, пусть даже недели, да, мы берем. Какие-то дни, они будут казаться, ну, они очень спокойными, ну, вот как на изолении все. А вдруг что-то происходит, и вам нужно включиться в какое-то дело, процесс, но следом за вашей активностью может снова где-то наступать пауза. То есть нет вот, знаете, если мы говорим как график движения, да, то вот он где-то напоминает эту самую синкопу вверх-вниз. И это вас тоже может удивить. И где-то быть неожиданно. Что еще будет неожиданно? Будет, видимо, какой-то разговор или какая-то тема у вас, когда вы понимаете, что вам нужно себя сохранять, что вы можете потратить, к примеру, много сил, энергии, своего опыта в каком-то деле, а может быть и финансов, но овчинка выделки не стоит. Вы больше в этот период будете склонны все-таки или доверять закону, поэтому для кого-то напрямую знание закона или консультации специалистов, юристов будут важны. Но точно так же, когда мы силы не тратим впустую, никуда попало, а именно для себя любимого или любимой. Осторожные действия, искусство мелких шагов. И, может быть, вы, мои дорогие овны, прежде так даже, ну, не действовали, не пользовались. Вы больше были склонны где-то, ну, все равно ж что-нибудь придумать, да? Раз я что-нибудь придумаю, так и не стоит бояться. Бояться это вообще не про овна. Но вот тут вы можете удивиться даже тому, что вы себя будете где-то притормаживать, останавливать и словно говорить: «Не горячись, дорогой, ну или дорогая, а то ты тут сейчас дров наломаешь. С места в карьер это у тебя получится. А может быть, тут как раз другие какие-то энергии будут нужны и важны». Да, тут правда, тут как и ритм жизни может удивить, так и какие-то приятности решения вопросов, и как будто одновременно планы на будущее, уже какая-то конфигурация у вас в ближайшие дни выстраивается в более, может быть, такую ровную, логически понятную систему. Но вокруг еще много такой, знаете, как и непонятной информации, или еще, ну, где-то есть вот эти периоды, как торможение. И, может быть, это вы где-то сами, для кого-то, да, это будет именно ваше решение, что вот в этом пункте я не буду торопиться. Мне нужно с чем-то более важным, глобальным определиться. Но для кого-то, я ведь этого тоже не исключаю, какое-то дело, которое развивалось вот так вот быстро, и вдруг оно тоже притормаживается. Но будьте к этому готовы. Что изменится? Что будет меняться? Возможно, изменит вашу жизнь, а то и вас самих. Но вот если карты переворачиваются, обязательно что-нибудь в раскладе из этих перевернувшихся карт выпадает. Тут, правда, придется делать какой-то выбор. Ну, может быть, он несколько такой отложенный выбор. Или когда множество вариантов, и прежде вы бы так, знаете, где-то на импульсе раз и решили, а здесь вам самим захочется подумать, уточнить, разузнать дополнительную информацию. Это тоже может быть для вас где-то неожиданно. Потому что, знаете, как подсказки приходят из ниоткуда, а вот из подсознания. И слушайте голос своей мудрости. Если вас что-то как будто останавливает, определенно эту тему нужно додумать до деталей, а может быть еще и узнать, как работает закон. Тут если мы как будто и берем, да, какой-то реванш или какой-то выход, мы с чем-то определяемся окончательно, это очень мудрое решение должно быть. Но даже, знаете, вот что изменится? Какая-то вы выходите из какой-то путаницы. Что изменится? Ну, точно, тут это может быть связано с какой-то бумагой, известием, паже это у нас вестники. Но точно так же это для кого-то новое направление интересно. О, все серьезно, карта мага. А ведь и правда, на самом деле. Иногда карта мага в некоторых колодах изображается как Меркурий, да, в одном углу будет прописано именно значение Меркурия, а в другом это знак
либо близнецы, либо дева. Может быть, у вас конкретный, да, человек, который рожден под этим знаком зодиака, или, опять же, асцендент. Но маг– великий практик. Мы смотрим на вас, что у вас изменится. И вот все то, что я, наверное, говорила, особенно вторая позиция, да, это мы спросили, что вас удивит, что будет неожиданно. Вот какие-то неожиданности как раз вас и как будто магом делают. Вот таким более продуманным. Ведь маг, почему у него все получается? И тут не про магию ни разу. Он великий, как я сказала, практик. И он, как практик, хорошо понимает, есть две ипостаси, которые мы не меняем. Людское мнение– раз, и обстоятельства, которые всегда сильнее нас– это два. Задача мага– уметь обходить какие-то правила. Вот может быть где-то у вас тема, чтобы обойти эти самые правила. Решить ваш вопрос и сделать так, чтобы это все было красиво, гармонично. И волки сыты, и овцы целы. Вот что-то такое. И вас пространство наделяет этой энергией. Конечно, и вы тоже можете чувствовать, что «эх, я лучше приторможу». Да, помните, я сказала по этой карте? Именно потому, что вы чувствуете, что нет, вот тут надо замедлиться, тут надо что-то доразузнать. Да, вы все равно, смотрите, маг выпадает между двух пажей, как будто между двух информаций или между двух новостей. Приходит одна, но надо как будто точно знать, потому что здесь у нас еще, смотрите, развилка как будто, да? Наш молодой человек может пойти и направо, ну или налево, или прямо, а по пажу мечей нет. Тут однозначное какое-то решение. Поэтому что изменится? Тут вы можете даже мнение свое изменить. Вы можете изменить направление, потому что по этой карте мы меняем направление. И тут может быть, знаете, как разворот на 180 градусов. Вы уже, может быть, уже решили от чего-то отказаться, а тут вы скажете «нет». Дай-ка приторможу, соглашусь, а дальше будет видно. Но точно так же и наоборот. И это все равно будет изменение для себя, как будто в лучшую сторону. Но ведь это рациональная карта. Тут самое главное, видите, как по восьмерке мечей, не создать себе вот эту тяжесть. Это и есть карта искаженного восприятия. Да, вот смотрите, у вас выпадает мир. Ну, наверное, это старший аркан, причем итоговый такой и в конце нашего прогноза. Если вот как-то грамотно вы все сделаете, да, не будете, видимо, чересчур торопиться, допустите, что в принципе есть какие-то детали, которые вы, ну, может быть, представляете несколько иначе, или которые поначалу выглядят как-то, может быть, и привлекательно, но начал искать какую-то информацию, понял, нет, уже неинтересно, уже вроде бы и теперь и не важно, и не нужно, то тогда не бойтесь, правда, что-то переиграть, даже если в последний момент. Вот через опыт нам приходит, понимание, что следует продолжать, а что нет, а что мы будем завершать. По аркану мир возможно все. И поэтому что изменит вашу жизнь, вашу популярность, рост вашей популярности? Реализация какого-то проекта, подписание, может быть, важного документа, может быть, для кого-то примирением, мир. Но и в целом, и многие меня смотрят из той страны, где сейчас идет война, где неспокойно, где не обязательно даже война, на улицу вышел, а тоже неспокойно. Поэтому мы в целом все надеемся на то, что больше гармонии будет в нашей жизни, больше гармонии в нашей душе, но и стабильности, наверное, тоже. Вот как раз об этом карта, вот что изменится в сторону стабильности. И из каких-то разочарований, и из какой-то глубокой, может быть, философии, когда вы что-то обдумывали, да, и каждый раз какой-то камень преткновения был. Но вот словно карта закрывает вот это все и говорит, что у тебя сейчас стоит вот только Овен захотеть. Осталось продумать методы, мои дорогие, да? Какой-то себе новый промпт разработайте, может быть и так. Перекладывайте на себя. А я благодарю вас, мои дорогие Овны, за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите на мой сайт, читайте мои статьи, публикации, гороскопы. Все ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.